Причины победы СССР обсуждались уже не раз. Наши предки и правда герои совершили практически невозможное. Но кроме причин победы должны быть и причины поражения. И историков по-прежнему удивляет, как Германия, имея большой перевес в ресурсах и используя фактор неожиданности, проиграла во Второй мировой. Давайте разберем, что об этом думают сами немцы. У немцев в начале войны был значительный перевес в ресурсах. На момент начала войны у Германии и ее союзников 4,3 миллиона человек личного состава, у СССР 3,3 миллиона, добавим к этому преимущество в оснащении и фактор неожиданности. На бумаге результат очевиден – победа немцев. Итак, мнение самих немцев, историков, журналистов и военачальников о причинах поражения Германии во Второй мировой. Колебания между Москвой и Ленинградом – главный этап войны, 1941 год, когда все могло решиться в пользу немцев. Но они не смогли взять ни Москву, ни Ленинград. Дальше война затянулась, и СССР смог накопить силы и дать полноценный отпор. На это сетовал генерал Вальтер Шаль-де-Балье, отмечая, что именно эта неуверенность командования сыграла ключевую роль в войне. Это не позволило развить успех, с которым немцы атаковали летом 1941 года. Некомпетентность Гитлера, можно долго копаться в нюансах тех или иных сражений и принятых решений, но основная проблема — это отсутствие у Гитлера серьезных компетенций военачальника. Он был большим авантюристом, это и влияло на ход войны. А авантюры не могут всегда заканчиваться успехом. Война — сложное мероприятие, где сочетается стратегия, тактика, экономика и политика. Здесь не место авантюрным попыткам в стиле «повезет, не повезет». В дальнейшем ситуация только ухудшалась. После того, как немцы не смогли взять Москву, Гитлер стал единоличным главой армии. У Гитлера отсутствовала гибкость, необходимая в такой масштабной войне. Тут нужно учитывать длину фронта, уметь быстро перебрасывать войска на важные рубежи. В итоге немцы тратили свои ресурсы бездарно, собирая их в ненужном месте, в ненужное время и оголяя важные участки фронта, пишет военный историк Курт фон Типельскирх. Погода, русский климат — первое, на что пытались свалить вину за поражение немцы. Они готовились воевать в условиях бездорожья и холода, но недооценили риски. В октябре пошли ливни, началась распутица, и армии буквально застряли в трясине. И войска, легко захвативши, не успели помочь армии, которая атаковала Москву. Немцы потеряли время, а русские укрепили оборону столицы. Серьезный урон нанесли и морозы. Начались уже в ноябре, а зимой столбик термометра опустился ниже отметки минус 40 градусов. Но зачем винить погоду, если сами не готовы? Гитлер был уверен в быстрой победе и легкомысленно отправил солдат без зимнего обмундирования. Как итог, почти треть немцев обморозила ноги. Он не сомневался, что захватит СССР до наступления зимы. Готовь сани летом и изучай фольклор тех, на кого нападаешь. Может, и почерпнешь народной мудрости, а заодно и изучишь противника. Русские холода заморозили не только немецких солдат, но и технику. Ломалось все, замерзала смазка в стрелковом оружии, тормозная жидкость в технике. Повсеместно отказывали пушки. Боевой дух — эта причина мы знаем и сами. Признают ее и немцы. В начале войны немцы превосходили СССР по человеческим ресурсам. Но советские солдаты бились самоотверженно, на каждом клочке земли. Во времена войны 10 человек, решивших биться до победного конца, стоят несколько сотен слабо мотивированных солдат. Что и случилось. Разбили нашу дивизию. Ушел в партизаны. Кончились патроны. Дожму врага рогатиной. У немцев были большие проблемы на нашей территории. Они не привыкли к такому сопротивлению. В Европе мирное население и солдаты легко сдавались и в целом были готовы признать власть более сильного врага. Германия ставила на свои ресурсы и недооценила мобилизацию СССР, немцы были уверены в легкой победе за счет превосходства в ресурсах. И тут уже дело не в Гитлере. Все командование Германии было уверено в легком сценарии победы. Все казалось логичным. Быстрый захват важных территорий, важных сельскохозяйственных площадей и производственных площадок. СССР в начале войны потерял до 60% промышленных мощностей. При том, что изначально военных ресурсов меньше. Это полный крах. Но ССП в считанные месяцы мобилизовал ресурсы, наладил производство в тылу. Заводы ставили в чистом поле под дождем, и они работали. Исправно выпускали военную технику и отправляли на фронт. Работа советского тыла во время войны — это фантастика. Я думаю, даже Сталин не смог бы этого предсказать, куда уж Гитлеру.
Война на два фронта. Немецкие историки сетуют, что СССР мог позволить мобилизовать все ресурсы против немцев, в то время как Германия должна была держать границы на Западе. Германия бросила в наступление на СССР 145 дивизий, а 38 остались на Западном фронте. Ну что тут сказать? А зачем полезли-то? Что второй фронт тоже имеет значение, это было очевидно в начале войны. Да и вообще, когда ты объединил против себя крупнейшие державы мира, на какой результат ты рассчитывал? Никогда в истории человечества война против всех не давала результат. Даже всесильные римляне активно ссорили своих соседей друг с другом и старались замириться и подкупить часть врагов, чтобы не воевать на два фронта. Сталинград про ошибки в начале войны я уже писал выше. Ленинград не взяли, на юге затормозились, а от Москвы немцы и вовсе были отброшены назад. Но роковая ошибка была совершена в 1942 году. Немцы направили удар на юг. Они были уверены, что легко захватят Сталинград и отрежут СССР от Кавказа. А без нефти у советских войск будут большие проблемы. Немцы недооценили возможности советской армии по обороне Сталинграда. На бумаге снова все выглядело красиво. В июле 1942 году на Сталинград двинулась армия Паулюса, 270 тысяч солдат и 700 танков. У нашей группировки в Сталинграде было 160 тысяч солдат и 400 танков. Но за год немцы могли бы научиться не верить одним цифрам. Или хваленый немецкий порядок не может предусмотреть такие вещи, как мотивация, отвага и агрессия людей, прижатых к стенке. Генерал-майор вермахта Ганс Дёр в своей книге «Поход на Сталинград» пишет: «Сталинград должен войти в историю войн как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму своей армии, когда-либо проявленное руководством». Ошибки немецкого генералитета, пусть с большой неохотой, но все-таки немецкие военачальники признают свои грубейшие стратегические просчеты, приведшие в конечном итоге к провалу на Восточном фронте. Отметим 4 из наиболее существенных. 1. Первой стратегической ошибкой фельдмаршал Гёрд фон Рунштедт называет выбор первоначальной диспозиции немецких войск. Речь идет о разрыве между левым и правым флангом армии Теодора фон Бока, образовавшемся из-за непроходимых припятских болот. Как участник Первой мировой войны, Рунштедт прекрасно знал о подобной опасности, но пренебрег ей. Только разрозненность частей Красной армии спасла тогда группу армий «Центр» от флангового удара. 2. Немецкое командование признает, что летняя кампания 1941 года началась без четко выработанной цели и единого взгляда на стратегию наступления. Генштаб так и не определил направление главного удара, в результате чего группа армий «Север» увязла под Ленинградом, группа армий «Юг» притормозила свое наступление возле Ростова, а группа армий «Центр» и вовсе была отброшена от Москвы. 3. Катастрофические ошибки, по мнению немецких историков, были допущены при наступлении на Москву. Вместо того, чтобы в ноябре 1941 года перейти к временной обороне достигнутых позиций в ожидании подкрепления, вермахт основные силы бросил на захват столицы, в результате чего за 3 зимних месяца германские войска потеряли более 350 тысяч человек. Наступательный порыв РКК был все же остановлен, но при этом немецкая армия в значительной степени снизила свою боеспособность. 4. Летом 1942 года германское командование направило свои главные силы на Кавказ, недооценив таким образом возможность сопротивления советских войск под Сталинградом. А ведь город на Волге — это важнейшая стратегическая цель, захватив которую Германия отрезала бы Кавказ от Большой земли и перекрыла бы доступ для военной промышленности СССР к бакинской нефти. Генерал-майор Ганс Дор отмечал, что Сталинград должен войти в историю войн как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму своей армии, когда-либо проявленное руководством государства. Герои контрнаступления в канун 80-й годовщины контрнаступления под Москвой Минобороны России рассекретила архивные данные о событиях тех дней. Особое внимание уделили подвигам красноармейцев. В Московской битве почти 40 частей и соединений получили звания гвардейских, 36 тысяч советских воинов, ордена и медали, 187 человек стали героями Советского Союза. В первый же день контрнаступления подвиг совершил экипаж танка лейтенанта Павла Гудзя.
На рассвете 5 декабря их КВ-1 атаковал немецкие танки в подмосковной деревне Нефедьево и за 3 часа уничтожил 10 машин противника. После боя бойцы насчитали на броне 29 вмятин от снарядов. Командира наградили орденом Ленина. Московская битва стала звездным часом и для артиллеристов. Так, командир минометной роты 29-й стрелковой бригады лейтенант Григорий Пыстогов отличился при освобождении Клина. В наградном листе к ордену Ленина говорится, что 12 декабря 1941 офицер захватил немецкую противотанковую пушку. За неимением специалистов товарищ Пыстогов сам лично наводил орудие. Один уничтожал огневые точки противника прямой наводкой и одновременно командовал ротой. А 14 декабря на окраинах Клина товарищ Пыстогов эту же самую пушку выкатил вперед пехоты и толкал ее руками. Внезапно 8 танков выходят на дистанцию 150-200 метров от пушки. Огонь. 2 танка вывел из строя, остальные завернули обратно. Благодаря этому пехота смогла продвинуться вперед. Геройски воевали и пехотинцы. Например, политрук 3-й роты 1-го отдельного лыжного батальона 29-й стрелковой бригады Филипп Аборин с группой бойцов незаметно пробрался в деревню Семишкино, занятую немцами. Грамотно распределив силы по населенному пункту, он приказал одновременно открыть огонь по гитлеровцам. Те были вынуждены оставить деревню. В результате рискованных действий политрука противник с потерями отошел за канал Москва-Волга в районе Яхромы. Линия обороны советских войск была восстановлена, а Аборину вручили орден Красного Знамени.